Экшен, пушки, победы! Warface ждет тебя! Более 300 видов оружия, десятки карт и регулярные обновления. Экшен никогда не заканчивается. Скачивай Warface и врывайся в бой. Подарок по ссылке в описании. Всем привет! Наконец добрались до дома под землей. Сегодня такая у нас ночная вылазка, да, как какие-то воры под луной тащили печку, что там, дымоход, ну, короче, кучу вещей тащили, да, для того, чтобы завтра заняться строительством бани. Со мной сегодня Евгений с канала Лесной Кот 63. Многие наверняка соскучились. В общем, садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Ну, а мы пока будем обустраиваться в доме. И уже завтра пообщаемся более подробно. Да. Отличная ночка. Время 6:20. Как всегда, мы допоздна спать не можем здесь почему-то, я не знаю. Ну, на природе всегда так у нас складываются обстоятельства, что мы всегда просыпаемся очень рано. В доме было тепло, всю ночь печку до утра не топили. То есть она потухла где-то часа в 2, наверное, ночи. И встали, 19 градусов показывало в самом дальнем углу. Тем не менее, печь опять затопили, чтобы просто вскипятить чайник. На улице 0. Весьма такая погода бодрящая. Апрель месяц, да, уже середина.
Вот так вот пока прохладно, и причем изменчиво. То есть неделю назад было жарко, а сейчас уже вот так вот холодно. Было бы здорово еще и продлить крышу, нарастить ее где-то на метр 20, возможно. Но тут уже все не от нас зависит, как пойдет. Вчера и так дорога была тяжелая, пока вот это все донесли, а вещей, как вы видите, много. Плюс еще тяжелые рюкзаки. Ну и, конечно же, печка. То есть она вроде бы весит 15 килограмм, но тем не менее, там сколько, полтора, где-то 2 километра тащили ее. Это еще повезло пробраться близко довольно-таки на машине. Повезло в том плане, что да, не с реки пришлось заходить. Хотя по реке, наверное, даже ближе было бы. Ну, не стали заморачиваться, вода холодная. Мало ли что там перевернемся, да, ну, лучше пешком помучиться, но зато надежно. Вот. Так что да, все разбираем здесь, заколачиваем, переносим в костровое место. И, надеюсь, вечером искупаемся и побаримся. Пойдемте пить кофе. Смотрите, какой бардак. Кстати, прикол. Если обратить внимание, двери, да, они рассохлись. То есть раньше была щель где-то между дверьми, ну, миллиметра 4-5, возможно. Сейчас минимум сантиметр, скорее всего, даже чуть больше. Это такой урок на будущее, что если вдруг когда-то будем там делать, да, кухню из таких досок, то либо надо их прям вообще вплотную устанавливать, чтобы прямо зазора вообще никакого не было, да, между ними. Либо ждать, когда они нормально просохнут, высохнут. То есть можно было каркас сделать, а уже двери устанавливать, не знаю, там через месяца 2. Вот. Ну, как вариант. Так, ну что, наверное, приступим мы и начнем сразу с ямы. То есть сейчас в новом месте начнем яму копать. Кирпичи все разберем, камни уберем, да, и сразу земля, которая будет оттуда появляться, будем сюда эту яму закапывать. А потом точно так же выложим там камнями, после чего уже либо вдвоем, либо как-то, я там, не знаю, начну бревнышки колотить. Ну, наверное, вдвоем, потому что все равно удобнее, чтобы один держал, а второй уже забивал. Чтобы была более-менее какая-то точная работа и щелей, чтобы поменьше было. Но это не принципиально, так как в любом случае взяли 3 баллона с пеной. То есть, если там щели будут, мы просто, не заморачиваясь, запеним и все. А уже впоследствии можно будет эту пену закрыть, ну, например, обшить доской, да, внутри, в бане. И будет красивый такой вид. Это уже в дальнейшем.
Костровище готово. Всегда все кажется очень легко и просто, а когда начинаешь что-то делать, то возникают подводные камни, да? Казалось бы, чего такого сложного, просто беседку заколотить бревнышками. Но прежде всего их нужно напилить, принести, потом убрать, осучковать, убрать сучки все. И это все занимает, наверное, львиную долю времени. То есть все время уходит вот по сути на это. А сколотить, понятное дело, сейчас что там, часа два, наверное, и ударом молотком как понесутся, и все готово. А когда смотришь со стороны, всегда окажется все легко. До сих пор помню, как я смотрел канал Дмитрия, походного оптимиста, да, еще сам ничего не строил в тот момент. Ну и когда я решил тоже построить свою первую землянку, думаю, ну сейчас приду в лес и за день выкопаю яму, поставлю каркас и одну стену точно выложу. Ну-ну, все оказалось намного труднее. В первый день мне удалось тогда просто выкопать яму и, по-моему, 6 столбов вкопать, и все. И домой я пришел, во-первых, выпив 7 литров воды, или 8 даже в тот день. И домой я пришел просто вообще никакой. Просто искупался и упал, можно сказать, насмерть, наповал. Поэтому, друзья, если вдруг кто-то решит что-то строить, то желаю вам успехов и, самое главное, крепкого здоровья и терпения. Вообще красиво пошло. О. Да, вот сам глянь. Да. Вот всё. Сделали один проем под окно, а что-то подумали, может вообще и два даже. Да лучше два, я думаю. Светлее будет. Да. Да, наверное, мы два и сделаем. Правильно, Тут окно с видом на дом, там окно с видом на лес. согласен. Сделаем и здесь окно тоже. То есть у нас получается окно в одно вот здесь вот оно. А второе будет окно вот здесь вот, видовое, да, такое. Тоже сидишь там, паришься и смотришь на лес.
А вообще, по идее, надо было сколотить раму и потом сажать. Да. Вообще да. Вообще умные люди так и делают. Но мы ни разу не умные. Осталось только установить дверь, самое, наверное, сложное, и печь. Печь хотя сложнее будет, потому что печь будет проходить через крышу, дымоход печной. А может быть и сбоку выведем, посмотрим сейчас. Но я думаю, через крышу будет лучше, потому что большая часть трубы печного дымохода будет находиться внутри помещения в бане, и она, соответственно, будет тоже давать тепло. Запенили вот эти все щели. Кто-то скажет, что зачем пенили. Но, в принципе, вообще по барабану, по большому счету, потому что каждый сам решает, что ему делать в первую очередь. И плюс ко всему пена, ну, блин, технологичный материал, так-то с одной стороны, да. Можно было бы мхом, конечно же, эти щели закрывать, ходить по всему здесь лесу, собирать мох. Ну, во-первых, его сейчас и нету толком. Во-вторых, ну, это абсурд, наверное, по большому счету. Да, в дальнейшем однозначно надо навес сюда наращивать будет намного красивее, да, все это дело смотреться. Ну, и от дождя можно будет прятаться хотя бы. Да и плюс ко всему сейчас видно, что, ну, не хватает навеса, то есть, ну, этого мало. Там 10 сантиметров свес, влага все равно будет на стены попадать. Ну, а, кстати, окно мне прям вообще нравится, классное получилось. Там мы внутри тоже сделали оконный проем. Возможно, его такое обрамление веточками тоже сделаем попозже. Улыбнись. Вот так вот совершенно случайно гости к нам пришли. Алексей, подписчик, зритель канала, правильно же? Да. Вот. Посетил, посмотрел. И собака Рич. Все уронил. Неожиданная для нас встреча. Немножко так это... Мы заволновались даже. Ну... Решил Алексей не оставаться, у него машина там где-то в лесу стоит, то есть он приехал просто посмотреть и найти это место, и как бы он нашел его, с чем поздравляю. Ну, а, кстати, Алексей и Рич — это еще тот человек, кто оставил самую первую запись в землянке у реки у походного оптимиста, то есть в тетрадке, представляете, то есть тогда он был первым, кто нашел землянку у реки. Ну, здесь он второй, получается, да, кто побывал. Вот, как-то так. Ладно, отвлеклись. Сейчас, наверное, целый болтали. Надо доделать нам баню нашу. Ага. Вот такая вот банная печка будет у нас сегодня. Сейчас, честно говоря, немного злословил, пока распаковывали мы с Женьком вдвоем коробку. Очень хорошо упакована, и это действительно очень правильно. То есть печка при доставке, ну, никак не может пострадать. Двойной слой стрейч-пленки был. Ну и давайте поподробнее, наверное, с вами остановимся на этой печке. Эта печка называется Теплосталь Мини, буржуйка, да, от компании Градус Хаус.
Что сразу вижу? Толстый металл 3 мм. Конвекторы, то есть быстро помещение будет прогревать. Это опять-таки очевидный плюс, да? Заявленная мощность, что у этой печки заявленная мощность, способность прогреть помещение, площадь до 50 квадратных метров. Наша баня, ну, наверное, метров там 6-7 в лучшем случае будет. Я поэтому надеюсь, что она будет хорошо прогревать. Комплектуется печь обычной дверцей металлической. Сейчас я ее открою, но так как я люблю наблюдать за открытым огнем, то у меня дверца будет стеклянная. То есть можно будет любоваться горением огня, да, в печи. Это мне очень нравится. Дальше, что здесь я вижу? Здесь есть зольник. Внутри есть что-то наподобие зубоотбойника. То есть пламя не сразу уходит, да, в трубу, а задерживается немножко. И как искрогаситель получается. Это хорошо. То есть меньше будет искр вылетать и не так быстро будет прогорать дрова. То есть немножко задерживаться будут дрова внутри печи, да, не как вот у нас та печка очень быстро горит. Все, печь собрали. Еще что успел заметить, здесь есть такая вот крышка, да, варочная поверхность, которая закрывает. Можно разогревать какую-то еду. Это тоже хороший такой плюс. То есть, в принципе, здесь можно не только как баней пользоваться, а можно еще и как гостевой дом использовать, кстати говоря, да. То есть, и пусть здесь кто-нибудь готовит себе еду. Дверцы стеклянные поставили, но, естественно, дверца в комплекте не идет, то есть ее уже нужно дозаказывать. В комплекте идет металлическая дверь, обычная. Вот такую вот штуковину взял я, да, чтобы это был проход у нас через крышу, чтобы ничего не загорелось. Вот. Ну и здесь уже трубами дымохода сейчас доведем до верха. То есть, короче говоря, надо запиливаться и делать это лучше оттуда, сверху, с крыши. И оттуда сразу и поставить вот этот вот проходческий, как он правильно называется, потолочно-проходной узел. Вот еще здесь с печкой есть кочерга. Еще есть такая вот штука сушилка, на которой мы камни положим. Но вот этот момент нужно уточнять, опять же, насколько комплектуется или не комплектуется печь с этими элементами. Я, честно, не знаю. Надо посмотреть на сайте, да, компании Gradus House. Ну и если вам тоже понравится печка эта, то всегда можете заказать у них эту печь. Ссылку я оставлю, конечно же, в описании под видео. Но прежде чем ее заказывать, давайте мы ее все-таки проверим в деле. И уже потом будем делать какие-то выводы. Женек, нож возьми, вот на. Ага. Еще и камни с собой притащили вчера. Целый мешок, пакет точнее. Ну, дело за малым. Ну все, друзья, камни выложены. Еще забыл сказать, у этой печки есть, я не знаю, как правильно назвать, система вторичного дожига газов. Где-то здесь сзади, вот здесь вот, да, поступает воздух, который помогает дожигать
вторичные газы. В общем, КПД у печки должен быть нормальным, максимально приближенным к идеальному, да, но 100% не бывает, понятное дело. Зажигаем, затапливаем, двери пока нет, соответственно, все вот этот вот весь, краска, которая, да, которой покрыта печка, она будет постепенно обгорать, и это все будет здесь выветриваться, пока двери нет. Ну и как раз пока печка будет топиться, мы, соответственно, будем делать дверь. И еще надо за водой сходить. Было бы здорово еще здесь заиметь веники, но веников нету, ладно, и листьев-то нет толком. Кочерга была, но, повторюсь, не знаю, в комплекте должна быть она или нет. Лучше уточните. Тоже прибил сразу, то есть как бы все. Все есть. Все условия созданы для того, чтобы эта печка вас согрела и обогрела. Ну а ее возможности сейчас мы проверим. Слушайте, ну жар быстро прям попер. Еще щели здесь по полу у нас есть, да, и, соответственно, надо дверь делать. Это табличка баньки. Конечно, не все мы закончили, что хотелось бы сделать. Такой незаконченный вид все-таки есть, да, у помещения у этого. Где-то нужно утеплить, где-то там джутом проверить, где-то мхом, может быть, да. Где-то работать окно немного. Да, окно. Плюс, что еще там надо было? С ручкой что-то изнутри, ну, чтобы запирать дверь. Но самое главное, основную работу мы сделали. Теперь остаются только какие-то доработки, там крышу нарастить, еще что-то. Лавочку, Столик, может быть. столик, как обычно. Да. Как и было в беседке. Ну и такой вот антуражная такая баня получилась у нас. Череп лосихи. И там кость. И Ну, вот, ручка банная из кости. да. Но вопрос в том, что та кость, я не знаю чья. Она была где-то здесь найдена мной еще давно. Ну а это точно лосиха. Может собачья, может еще кого. Идем за водой. Принесем сейчас сюда побольше воды. Еще же надо и в дом набрать воды.
и хочется уже помыться. Не знаю, там попариться вряд ли, наверное, получится. Ну, Не- хотя бы сполоснуться, пыль, Да, все такое. посидеть в тепле, погреться, уже хорошо. Все, за водой. Погнали. Ну, наконец-то здесь тепло. Да, конечно, не хватает решения вопроса с дверью. Дверь дырявая вся насквозь у нас. Возможно, плащ-палатка, если бы была, но я вот как раз вот в этот раз я ее не взял, то можно было бы плащ-палаткой закрыть дверь, и тепло бы не уходило. Но здесь, слушайте, полтинник точно уже есть. Я сижу, дверь открыта, и, ну, очень жарко. Да, день был сегодня очень насыщенный. Удалось построить баню. Да, конечно, ее еще нужно дорабатывать, доделывать. Очень много мелких нюансов есть. Женек пошел в баню, кстати говоря, купаться. Сейчас, когда вернется, доложит, да, как там обстановка. Приходил сегодня подписчик Алексей и его собака. Он не стал оставаться здесь, как бы мы предложили. Пожалуйста, чай, кофе, посидеть, пообщаться без проблем. То есть сейчас мы поговорили где-то, наверное, может быть, чуть больше. И потом он ушел, потому что машину он оставил в деревне ближайшей. И, соответственно, ему нужно было вернуться. То есть он сюда шел 2 часа пешком, ну, почти 1,5, ладно. Чуть меньше 2, около 1,5 часов. И ему еще и обратно туда нужно было идти. Это очень круто. Это очень круто. Но я думаю, он сюда еще вернется. И, кстати, тоже вот сегодня как-то в суматохе не предложили ему, и он сам тоже что-то не подумал, тоже записаться в тетрадке. Но я думаю, еще раз повторюсь, он сюда придет и здесь запишется когда-нибудь еще раз. Ну, а подводя итог сегодняшнего продуктивного дня, давайте плавно подойдем к ужину. И на ужин сегодня будет даже не салат, а просто овощная нарезка из огурцов и помидор черри. И, соответственно, стейки-индейки. Я не знаю, тут даже, наверное, по сути и объяснять, рассказывать нечего. Просто обжариваю стейки-индейки на сковороде, добавляю соль, специи по вкусу. Ну и просто нарежу. Даже помидор, наверное, резать в смысле. Просто порежу огурцы. Все. Сегодня это наш ужин. Ну, удачно. Только приготовил стейки, и Женек искупался с легким паром. Тебя. Спасибо. Баня зачетная.
Ну, доработки, конечно, надо делать. Щелей много. Но это все впереди. А так, банька огонь. То есть я уже вижу сейчас, что я хотел бы, допустим, здесь изменить. В первую очередь, конечно же, это касается двери, повторюсь, да. Конечно же, пол я бы хотел сделать доской выложить. Ну, чтобы он был ровный. Чтобы можно было ходить босыми ногами. Вот. Это очень важный момент. Конечно же, нужна защитная, огнезащитная, вот эта вот огнеупорная базальтовая вата. Там, около стены, потому что труба нагревается просто до какого-то сумасшедшего состояния. Она прям раскаляется до красна. Ну, вот где-то вот почти на метр, да, там на 70 сантиметров. Печка отличная, помещение прогревает, ну, очень быстро. Она такая, как это сказать, реактивная. То есть печь реактивная, реально реактивная. Ее запаливаешь. Вот Женек ушел, тут уже все потухло. То есть я зашел, естественно, дров накидал, потом поставил камеру. Но я думаю, все понимают, что для того, чтобы снять нормальное видео, порой приходится делать какие-то постановочные кадры. Ну, любой адекватный человек, я думаю, это прекрасно понимает. И, конечно, если бы я сюда зашел, и печка бы не горела, то вам, ну, это было бы не прикольно, да, то есть неинтересно. То есть какие-то такие моменты приходится обыгрывать. Так вот, закинул дрова, 5 минут, и уже становится прям очень жарко. Я думаю, еще 5 минут, и здесь уже можно будет, ну, как минимум мыться. Кстати, вот здесь мы кусок пенопласта воткнули не случайно. То есть это такой продув помещения, да, то есть искупались, там, не знаю, попарились, пенопласт убрали, там щель. Дверь, соответственно, тоже открыли, и тут тоже огромная щель. И за счет этого сквозняка через дверь, через этот продув помещение будет быстрее выветриваться, проветриваться и просушиваться. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Время 5:30, и мы выдвинулись в путь. В обратную дорогу домой. Да. Все, что хотели, сделали, либо не смогли сделать физически. Но основное у нас запланировано было построить баню. Мы ее построили. Помылись. Попариться не удалось, конечно. Ну, в следующий раз попаримся. В следующий раз. Да. Пишите комментарии под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте заходить в канал Женьку, Лесной Кот 63. До скорой встречи, всем пока-пока. Пока-пока.